Представители знака зодиака Лев. Здравствуйте, мои дорогие. Пасьянс, второй расклад, неожиданности и сюрпризы. Таро прогноз на январь 2025 года для вашего знака зодиака. Давайте узнаем, какие же ждут неожиданности. Пусть это будут лучше приятные сюрпризы. И у нас сегодня две колоды. Первая – это пасьянс. Я знаю, что и мне писали, есть любители пасьянса на моем канале, но есть такие же и не любители, прямо скажем. Мы все разные, поэтому я дополняю картами Таро. И если пасьянс я когда разрабатывала, я так его и назвала. То есть затея была неожиданности и сюрпризы. А вот у нас колода, которая прорисована великолепным художником, тарологом и психологом. Колет Барон Рид. Колода добра. И она нас призывает быть милосердней к самим себе, к собственной душе, куда-то не торопиться, больше быть адаптивным и что-то подмечать в нашей жизни. Таким образом мы себя сохраняем, ну, отчасти нервную систему, наверное. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема, и поэтому где-то оттолкнемся от этой мысли и рассмотрим альтернативные варианты. Какие же альтернативные варианты нам расскажут маленькие карты с их рандомным значением. Никогда не знаешь, что выпадет. Совершенно невозможно спрогнозировать. Давайте для вашего знака. Что же на январь? Неожиданности и сюрпризы. Планетарно по транзитам можно сказать, что для вас это месяц активности. У вас и возможности будут. Причем работа вам несет и деньги, и самовыражение, и более того, для тех, кто один или одна, вы как-то через работу даже можете с кем-то познакомиться. Но это в целом не всегда гороскопы совпадают с картами. Да и мы все разные. Поэтому давайте будем изучать, смотреть, предполагать, размышлять. Что же неожиданности и сюрпризы? Пасьянс. Ну вот смотрите, прочный союз. Либо это с тем человеком, который уже имеется. У кого-то это может быть прочный союз с руководителем на работе, когда он за вас, он вас поддерживает. То есть любого рода, плана может быть такой союз. Ну или может быть в личной жизни вы в какой-то своей прежней истории, которая даже до сегодняшнего момента была в какой-то непонятно зыбкой ситуации, состоянии точнее, то здесь что-то может проясняться, такое тоже могу предположить. Сразу смотрим, что у вас еще совпадает. Итак. Ну, пока я не вижу. А вот теперь, смотрите, правда, работа. У кого-то это может быть не работа, а согласование в каких-то важных инстанциях. Официальное учреждение. Вот этот дом – это не что иное, как место, где либо мы трудимся, или куда мы приходим. Может быть, какой-то офис или организация, или куда мы можем пойти, к примеру, согласовывать те или иные документы, или получать какие-то знания. Есть то, что должно быть вами принято, ну, где-то на официальном уровне. Или, может быть, это какие-то важные контакты для вас, мои дорогие львы и львицы. Такое тоже могу предположить. Может быть, какое-то дело есть, которое вам, ну, где-то внезапно, словно выгорит или получится осуществить. И тогда не теряйте времени даром, сказала бы так. Потому что нам судьба посылает какую-то возможность именно в официальных учреждениях. Ну ладно, идем дальше. Что нам еще скажут? Пока не вижу других совпадений. Может быть, это и хорошо. По крайней мере, по части того, что нет какой-то хаотичности на январь. Может быть, какие-то четко определенные цели. И, кстати, у кого-то действительно из вас есть возможность построить карьеру. Тут, может быть,
кто-то из ключевых персон в вашем коллективе или, как я сказала, руководителей, кто-то вас может действительно поддерживать, и ваши позиции могут укрепляться. Или вы задумаете строить карьеру, и тогда я могу предположить, что будет тот человек, который может вам как раз содействовать или помогать. Ситуация, кстати, какая-то может для вас разворачиваться таким образом, когда, с одной стороны, куй железо пока горячо, то есть не упусти, но и этот более чем подходящий момент откроет для вас какие-то новые перспективы. Ладно, тут вот пока с вами говорила, смотрела, не нашла ничего, что совпадает. У вас совпадает еще дом, дела домашние. Для кого-то проигрывается как место вашего проживания. Возможно, вы задумаетесь о переезде. По части дома это могут быть наши родственники, у кого-то это вопросы, может быть, соседями, или наше ближайшее окружение по части того, где мы приходим отдыхать, где мы пребываем. Здесь у каждого немножко по-своему. Или какие-то родственники далекие могут о себе напоминать. Родственники или ближайшее окружение вашего партнера. Словом, все те, которые и как сам дом, да, территория, если мы говорим, так и то, что в доме находится. Вот такие вопросы могут быть у вас в январе. Может быть, какие-то важные оформления, кстати. Кто-то по части, если правда стоит на повестке месяца, переезд, а это очень символично, потому что у нас знаки зодиака Телец, а Телец он как раз и это ретро-движение. Тут на первый план могут выйти вопросы как территории, земля буквально, так и вопросы денег. Поэтому все, что с домом связано, это где-то наша территория, место проживания. Но и, может быть, какие-то согласования по части денег как раз в высоких инстанциях. Или это ваша возможность материализовать какой-то проект, монетизировать точнее. Или материализовать свою мечту, может быть, идею. И проговорить с каким-то руководителем. И тогда я могу допустить, что как раз вы получите поддержку. Вас кто-то... Ну, может быть, это будет воспринято, воодушевленно, то, что вы говорите. Но, правда, тут какие-то силы работают и за вас, и на вас. Вот как будто так. Смотрю, что у вас еще совпало, мои дорогие львы. И у вас совпало, если мы нижний и верхний ряд соединим, у вас совпала лестница. И лестница это... Ага, я вижу, что это плохо видно. Да, вот она, эта лестница. Опять же, когда я создавала этот пасьянс, имеется в виду путь наверх. Поэтому все то, что я сказала только что, как раз для вас будет активно. У вас какая-то очень материальная, я бы сказала, программа на январь месяц. И я здесь не вижу какой-то синкопы или каких-то неожиданностей, если так вот уже конкретно говорить. Здесь идет для вами все, для вас точнее, все программируемо или даже ожидаемо. И даже если какая-то поддержка или что-то у вас на работе или в каких-то инстанциях, учреждениях складывается для вас плюс, вы уже где-то об этом думали или подготовили хорошую почву, или проработали что-то. Вот есть то, что лев уже ожидает как какие-то бонусы, и я так вижу. Они к вам приходят. Давайте мы дополним картами Таро. Неожиданности и сюрпризы. Итак, выложим 3 карты неожиданности и с чем это связано. Пусть нам Таро раскроет поподробнее, что же это может быть. Ну, раньше бы остановили все прогнозы и гадания, карта Солнца выпадает, и этим все сказано. Это и наше благополучие, это где-то и наши мечты, которые сбываются, это и радости карта. Где-то это и возможность, правда, заработать деньги, это вообще путь наверх, путь к Солнцу. Это что-то у вас складывается более чем хорошо. И я ведь сказала, по сути, неожиданности нет. Тут, если приятности, то только в плане прогресса, потому что карта Солнца – одна из карт выбора правильного направления. И поэтому то, что у вас сейчас будет складываться в январе, будет означать какое-то продвижение действительно наверх. Или то, чем вы будете заниматься очень активно в течение 6-8 месяцев. И это, благополучие как в вашем доме, так и на работе. Вы постепенно
какой-то новый уклад себе отстраиваете. Может быть, и буквально для кого-то это будет связано график работы или перемещения какие-то в плане вашей организации, но для вас это новый офис, к примеру, новый кабинет или ваша новая должность, где-то адаптация, она присутствует, безусловно, но тем не менее, это путь к солнцу, поэтому где-то это может перекликаться и с вашими планами по части вашего дома. Давайте мы посмотрим, что же еще за неожиданности, ведь правда, тут у вас что-то прекрасное, да, новые начинания. Это сами по себе возможности. Это радость, это то, что нам, может быть, придется где-то изучать, потому что все карты нам говорят о чем? Вы какие-то итоги очень важные для себя подвели. И теперь как новый жизненный этап. Это может быть и у кого-то должность, у кого-то правда может проиграться, я говорила, даже астрологически. Аспекты таковы, как новое знакомство. И вы будете очень осторожны. Вы тут не захотите так это сразу с головой в омут нырнуть. Нет. Скорее всего, собой не рисковать и где-то не упустить возможность. Вы действительно приземленные в январе месяце. Может быть, потому что какой-то сложный прежний опыт вас чему-то уже научил. Или когда вы не поддаетесь, например, на какую-то лесть. Или когда вы что-то просчитываете, прежде чем на что-либо согласиться. Или буквально находите недостающую информацию официальную. Или как что-то сделать правильно и по закону, прежде чем кому-то сказать «да» или «нет». Ну, вот все, что я говорила. Карта мага, мои дорогие. Конечно, вы тоже можете столкнуться с сильными мира сего. Маг великий материалист, кстати. И при том, при всем, что ему подвластно все, у него в руках все стихии. Но это, хоть и подразумевается, великий манипулятор, но, видимо, судьба не оставляет большего или иного. Но это по максимуму, и так у вас какие-то возможности могут открыться. Но я больше вижу, что это приходят они каким-то официальным путем. Это не совсем нам тут про личную жизнь, хотя у кого-то может проиграться. Но тогда вы сами, ваша энергетика, она все же лежит в плоскости реальности. Здесь не хочется вам замечтаться, ну ни разу. Не хочется себе навредить, это правда. Может быть, и каждого человека нового, а по шуту у вас могут быть новые окружения, новые люди или какие-то новые контакты, какой-то водоворот событий вам будет нравиться, мои дорогие, правда. К вам придет радость просто от того, что вы прочувствуете какие-то новые энергии и свои возможности. Но себя организовать и на что-то адаптировать, я так вижу, вам придется. Хорошо, давайте достанем второй ряд карт, к чему все идет. Такие волшебные карты. Обратите внимание, неожиданности и сюрпризы, мои дорогие львы и львицы. Тут вроде как все прозрачно, но ваши энергии, они как у мага. И здесь и как что-то не упустить, так и себе не навредить. Какой-то такой серьезный просчет у вас будет. Просчет я имею в виду рассчитать что-то. К чему же все идет, если мы говорим по аркану Солнца? Шикарно, девятка воды. Наша русалочка нашла бриллиант и восхищается. Карта материального успеха, карта радости, карта удачи, изобилия, процветания, возможностей, ну и материальных благ тоже. Вот это солнце, к чему все идет. Правда, ваша ситуация. Вы можете в январе заложить как хороший, добрый фарватер. Пусть это будет ваш личный, не такой широкий, но тем не менее очень стабильный, который ведет как раз к большему получению денег, конкретно так. Или каким-то бонусом, именно материальным бонусом. И тогда больше возможностей, как в вашей значимости на работе, ваших амбициозных и честолюбивых планов, так и, может быть, и через материализм какой-то к вам приходят возможности что-то в последующем изменить дома, приобрести что-то дома, или совершить переезд, или улучшить свои жилищные условия. Может быть и так. Будьте внимательны к январю, к чему все идет. Вот смотрите. Поверьте мне, по крайней мере в моих раскладах, ведь с картами я давно, еще задолго до того, много лет, когда я начала выкладывать и создала канал Таро на YouTube. Так вот, карта силы и карта мага, поверьте, встречаются очень редко.
Энергетика приблизительно у этих карт одинакова. Но, значит, это ваши огромные возможности на январь. Тут что-то нужно не упустить. Может быть, и поэтому к вам и приходят какие-то и неожиданности, и сюрпризы. Я сказала, что вы подготовили благодатную почву. И для вас это не оценивается как, ну, как что-то невероятное, а скорее как что-то само собой разумеющееся. Потому что проведена какая-то большая работа. И поэтому к чему все идет? Вы здесь не где-то не прошляпите, не упустите какую-то возможность точно, потому что если вверху шут, то к чему все идет? Аркан сила. Это ваша сила, это сила дипломатии, это умение где-то сдерживать свои эмоции, потому что наша прекрасная дева дружит со львом. Лев ей подчиняется. Почему? Потому что он не чувствует агрессии. Поэтому вы можете сталкиваться с совершенно разными людьми. Может быть, это школа жизни, вас в предыдущем периоде жизни натренировала таким образом, что вас сложно будет вывести на эмоции, и где-то в этом будет ваша сила. Вам это будет помогать. Может быть, взять паузу, когда это необходимо. Может быть, с какими-то людьми не спорить, а некоторых рассмотреть повнимательнее, то в бинокль, то в микроскоп. Иными словами, и вблизи, и вдали. Как и людей, так и ситуации. И для кого-то из вас, если мы сказали личная жизнь, обратите внимание, карта силы. Если меня смотрят девочки, карта женской силы, вы будете очень притягательны именно для противоположного пола. И правда есть возможность познакомиться. И я могу предположить, вам может встретиться на вашем пути тоже непростой человек, потому что мужская сила где-то – это карта мага. И вполне вероятно, человек тоже будет где-то хитрить, кстати. Вы тоже будете хитрить. И он где-то так же. Потому что когда знакомятся или взаимодействуют двое сильных людей, они в своих все равно остаются энергиях. И прежде чем какой-то союз, может быть, прочный сложится, идет период адаптации, но через работу, через дела, через какие-то ваши свершения или, наоборот, начинания. Может быть, и учеба у кого-то. К вам приходит вот знакомство с таким человеком. Поэтому будьте внимательны в том плане, ну, как за вами могут наблюдать, мои дорогие. Это тоже есть такой момент. Ну, у кого-то, правда, знакомство с влиятельным человеком может быть. К чему все идет этот маг? Стабилизация какой-то ситуации, либо буквально стабилизация, если у вас была какая-то финансовая брешь или финансовый недостаток, то тогда вот в январе вы будете ощущать свою силу и большие возможности. По четверке земли вы буквально будете прочно стоять на земле, на ногах, решая какие-то злободневные насущные вопросы. Будете больше сохранять себя, свой достаток и вообще все то, что касается надежности, какого-то жизненного якоря. У вас это словно отправная точка вашего маршрута на преувеличение, на изобилие, на процветание, но отнюдь не в минус. Что-то вы будете тут очень правильно просчитывать. Давайте узнаем, что же будет дальше. Где-то с заходом на февраль, какие энергии. А ведь и правда у кого-то король воздуха может проиграться. Сначала у нас солнце, потом у нас идет карта изобилия, процветания, мы с вами сказали, да? И король воздуха – это карта интеллектуально сильного человека. Это карта эксперта, это карта высоких должностей, высоких согласований или в каких-то важных инстанциях государственных. У кого-то будет получение новой должности. Мы это смотрим, что будет дальше. Поэтому это где-то может быть февраль-март, когда, возможно, у нас как раз Уран выйдет из ретро-движения, но останется еще в Тельце. И это может быть где-то в феврале и в марте для вас своеобразный прорыв. Получить новую должность, получить признание. Признание, пусть это даже в вашей профессии, которой вы занимаетесь много лет, тогда вас признают как эксперта. Ваши знания будут востребованы. А также, если мы говорим, что будет дальше, по этой карте нас приглашают избавиться от ментального мусора. Это власть разума и каких-то
правил, законов, в создании воедино того, что вы хотите осуществить, и какой-то внешней ситуации, событий. Но сильная позиция. Что же будет дальше? Аркан сила. Паш воздуха. В этой колоде немножко другие значения, нежели в классических колодах Таро. И здесь нам говорят о новых идеях, о другой точке зрения, именно вашей какой-то, о любопытстве к жизни, мои дорогие, и каких-то новых возможностях. И правда, карта Шута нам про новизну, элемент новизны уже сказала, карта силы, поэтому самое время дать свободу своему творчеству, своему вдохновению. Как раз что-то, может быть, для себя или решиться на что-то, или для себя организовать что-то новое. Давайте посмотрим, что будет дальше. Четверка Земли нам расскажет, а что будет дальше. Вот смотрите, если сейчас где-то мы говорим с вами о якоре или о спокойном течении жизни, по четверке это где-то так и проигрывается, то восьмерка огня – эта карта в этой колоде именно трансформации. Когда мы набираем темп, когда у нас открываются новые возможности, наращивание возможностей, трансформация, перемены и у кого-то путешествия. Может быть, ваша работа поменяется именно в плане того, что какой-то новый маршрут или переезд офиса, или вот я сказала, да, как-то может поменяться кабинет, у кого-то релокация может быть вообще к вашей компании, такое я тоже могу допустить. И если у нас по четверке пентаклей или земли это надежность, это где-то наша собственность, то вот здесь у вас что-то в последующем будет развиваться очень быстро. И вам, пусть это где-то не январь, мы спросили, что будет дальше, но мы забегаем немного вперед, вверху аркан мага как раз, так вот для вас проиграется так, что действительно какой-то прочный союз. Опять же, перекладывайте на свою жизнь, у кого-то по работе, у кого-то через личную жизнь, я этого не отрицаю, но есть какая-то возможность, конкретный человек, который, возможно, содействует, опять же, в вашей стабилизации, в материальных каких-то вопросах, но в последующем, если сейчас осторожные действия или за вами наблюдают, я сказала, может быть, не совсем буквально наблюдают, а присматриваются к вам, то в последующем какие-то отношения или какая-то ситуация перспективная для работы у вас примет фантастический оборот, такое могу предположить, или какая-то будет трансформация, или будут перемены, или быстрое развитие отношений. Вот и такое я тоже могу предположить. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Я же вас хочу пригласить еще и на второй канал, на котором есть мои видео Астро Испирационе, и я оставлю ссылку в описании под видео. Буду благодарна вашим комментариям. Будьте счастливы и любимы всегда.